Привет, друзья! Как часто вы сталкиваетесь с проблемой анализа долговременной записи? Особенно это касается специалистов в области сейсмики и мониторинга инженерных конструкций. А если полезный сигнал составляет всего несколько секунд из многочасовой записи? Сегодня мы поговорим с вами о программах галереи сигнала и просмотр трендов, которые помогут нам с вами решить эту проблему. Итак, начнем с программы галереи сигналов, которая находится во вкладке отображения панели Z-Lab. Запустим ее. Данная программа является стандартной программой по открытию всех сигналов, записанных на жесткий диск вашего компьютера. На данном окне будут располагаться все сигналы, которые отсканирует программа и найдет. Выберем соответствующую папку с директорией, где хранятся у нас сигналы, и какой-нибудь сигнал, который нам необходимо отредактировать. К примеру, вот этот сигнал. Посмотрим, какие возможности есть, чтобы его отредактировать. Выставим здесь, значит, у нас будет полностью сигнал отображаться. Выставим курсор, куда нам необходимо. И посмотрим, какие функции имеются. Значит, сигнал мы можем обрезать, склеить или синхронизировать сигналы. Время сигналов — это уже если мы выбираем несколько. Значит, при работе с одним сигналом будем только его обрезать. Значит, выберем «Обрезать». Редактор нам предложит варианты, которые можно сделать. Значит, так как мы поставили курсор, где нам надо обрезать, то мы выберем интервал до курсора. И, к примеру, нам нужно до курсора вырезать 30 секунд. Диапазон можно задавать как в секундах, так и в отсчетах. Нажмем «Применить». Программа предложит сохранить в требуемую директорию. Мы выберем с вами директорию для удобства на рабочий стол, сохраним, чтобы можно было сразу увидеть. И увидим, как появится у нас два сигнала. Значит, запустим и посмотрим. Значит, 30 секунд с такого-то устройства, такой-то канал, такой-то даты. Можно все это проверить в исходном сигнале. Итак, что теперь мы делаем? Для того, чтобы проанализировать этот кусочек, нам необходимо будет запустить программу воспроизведения сигналов, которая находится во вкладке «Регистрация». Этот сигнал у нас... Выберем директорию, где хранится сигнал, так как он у нас на рабочем столе, также он у нас и отображается. Нажмем «Воспроизвести». Можно воспроизвести циклически или непрерывно, либо просто единоразово. Циклически выберем, нажмем и... сигнал начнет воспроизводиться. Работу можно проверить, например, многоканальным осциллографом. Выберем сигнал этот. Вот он у нас пошел. Сигнал с рабочего стола. Вот коротенький. В любой момент можно остановить, проанализировать. Также ряд других программ имеется для анализа. В общем, вот такие функции программа галереи сигналов позволяет нам сделать. Далее. Теперь будем рассматривать программу просмотр трендов, которая находится во вкладке «Регистрация». Запустим ее. Здесь данные пишутся в виде трендов. Она специально предназначена для долговременных записей, но если вдруг вам необходимо вырезать какой-либо кусочек из трендов и проанализировать именно его, то такие возможности также имеются. Для начала нам необходимо выбрать сигналы. Здесь у нас выберем, например, 3 сигнала, которые нам нужно будет проанализировать. Нажмем «Применить». Программа их подгрузит. Теперь, к примеру, нам необходимо сохранить какой-то фрагмент. Мы его можем выделить либо курсорами, вот, либо приблизив, либо назначив определенное время. Для того, чтобы вырезать нам кусочек какой-то, мы заходим, кнопку «Файл» нажимаем «Сохранить», и также программа нам предложит сохранение нескольких вариантов. Значит, либо весь интервал, который у нас отображается, либо интервал между курсорами. Так как мы настроили курсоры, то можно именно его и продемонстрировать. Ну и также есть возможность выбрать интервал. Это мы ставим метку
определенного события, если мы точно знаем дату и время. И можем до события время задать и также после. Значит, выберем интервал между курсорами, нажмем «Далее». Программа нам предложит сохранить в нескольких файлах. Значит, файлы A на DTV.x это стандартные файлы программного обеспечения ZLab, которые возможно воспроизвести в любой программе. Также имеется возможность сохранить файл SIGVY. Это специальные сигналы сейсморегистраторов для того, чтобы дальше можно было анализировать программное обеспечение для сейсмики. Также можно сохранить PNG или CSV. Ну, давайте попробуем CSV, чтобы продемонстрировать, как еще данные можно выгрузить в Excel, к примеру. Значит, сохраним. У нас сохраняется отчет, да, файл CSV, и его можно открыть с помощью Excel. Здесь у нас сохраняются данные. Выбранного диапазона. Также можно строить диаграммы, если вам удобно это делать в Excel, аналитику проводить и все, что вам необходимо. Вот. Таким образом работают программы. Надеемся, наш урок был полезен для вас. До скорых встреч!